Я уволилась из офиса, год проработала на фрилансе, снова устроилась в найм, и вот что я поняла. Я просто не хочу работать, и неважно в каком формате. Это будет короткий обзор моего опыта прохождения собесов от российских аутсорсов и разработчиков игр до собеседований в зарубежных компаниях. Опыт был разный, где-то хороший, где-то не очень, так что если заметите, что мой пукан начинает подгорать по ходу рассказа, отнеситесь с пониманием. Слушаем и не осуждаем. Угу. Изначально сценарий занял 14 страниц, а на озвучку одного листа уходило 7 минут. Поэтому я объединила несколько собесов, ведь у всех структуры примерно одинаковые. Но расскажу о тех, кто реально выделился, удивил или вызвал легкое горение. Я расскажу, что такое собеседование для меня в моей первой точке и что это для меня сейчас. Первый мой такой собес был с аутсорсинговой компанией, в которой я проходила буткэмп. А об этом я говорю в своих первых видео. Осторожно, они длинные, это была моя первая попытка на YouTube. Также, когда я попала на буткэмп, я активно это транслировала в моем телеграм-канале. Это было давно, я там такая зеленая, но инфа достаточно интересная. Мое первое собеседование состоялось после успешного прохождения буткэмпа среди 300 человек. Собеседование казалось стрессовым, но по факту оно таковым не являлось. Вместо вопросов мне просто сказали, что я молодец, и спросили, какую зарплату я хочу. Трясущимися коленками я озвучила сумму, все согласились. Для меня это был прорыв, зарплата вдвое выше, чем на фрилансе графическим дизайнером. Все эти подробности в первом видео на YouTube. Нет смысла останавливаться здесь. Я росла как 3D-художник благодаря поддержке лидов и собственными усилиями. Со временем научилась выстраивать деловые отношения и плавно переходить от проекта к проекту. К моменту ухода у меня уже было достаточно сильное портфолио. Решение уйти далось тяжело. Я всегда боялась потерять работу. Это вызывало тревогу. Основной проблемой было то, что я не понимала, как люди создают такие невероятные работы на ArtStation. Они казались просто великолепными, какими-то недостижимыми. И вот что делала я? Посмотрите на эту лягуху. Это при том, что на работе я делала вещи качественнее, но почему-то на свой портфель у меня не оставалось ни сил, ни времени, ни будто бы арта, и вы видите результат, и он мне не нравился. Я написала, что ухожу. Вместо отдыха сразу же записалась на курс CGMI, и с головой ушла в прокачку. Это была невероятная ошибка, это было тупо, потому что я не успела отдохнуть и дня. После курса казалось, что я больше не хочу работать в 3D вообще, но я довольна результатом. И вот сейчас будет странный случай с компанией разрабов. Изначально была предложена позиция 3D-художника по персонажам. С HR все обговорили, она не вызывала у меня никаких вопросов и подозрений. Проходит время. Залетаю я на собес с ардиром, лидом, какого-то другого отдела и 3D-художником. Всем примерно за 40-50 лет. Помимо 3D-художника, он еще юн, изможден и предан созерцанию тленности бытия, по-моему, если честно. Ладно. Все молчат, и я молчу. Неловкую паузу прерывает HR, представляя меня. Все кивают, какая-то тишина сохраняется. Собравшись, я начинаю говорить. Рассказываю себе, своем опыте, навыках, главное, пытаясь понять, что именно от меня требуется. Команды нет. Нужен человек, который будет полностью автономен, организует процесс и примет все решения сам. Я зависаю. Я пришла на позицию персонажника. Мы общаемся еще минут 30, и я чувствую, что совсем перестала понимать свои обязанности, так как они не сходятся с тем, что мне говорил HR. Я смотрю на HR, она молчит, делает свои дела. Говорю, что все это больше похоже на позицию лида. Персонажник, даже сеньор, может помогать, но не управлять командой, собирать ее, разрабатывать пайплайн с нуля, например. Один из директоров уточняет, что они вообще-то обсуждают позицию лида. Я в ауте, HR молчит, сидит с покерфейсом. Я объясняю, что изначально речь шла о позиции 3D-художника по персонажам. Видимо, мой ответ его раздражает, и он выдает: «Анастасия, нам нужен лид. Вы готовы взять на себя такую ответственность и довести проект до конца?» Говорил он один, но все смотрели прямо на меня. Кроме малыша 3D-художника, который, кажется, уже не дышал, если честно, и пребывал в каком-то унынии. Я сказала, что мне нужно время подумать, и я отвечу завтра. На этом мы попрощались. Честно, ощущения были странные, давление колоссальное,
Никакой поддержки от HR, хотя именно она меня туда затащила на минуточку. О судьбе того малыша 3D-художника мы вообще никогда не узнаем. Пучина геймдева схавала его без следа, оставив слегка заметный хрупкий силуэт в чертогах памяти моей. Я думала всю ночь, не могла уснуть, советовала с лидом из прошлой компании. Крутой, кстати, чел. Меня успокоил, сказал, что так бывает, иногда ты просто становишься лидом. Не понравится, ливнешь, если будет такая возможность. А мне сразу, знаете, такая вставка из «Аватара», типа, как понять, что он меня выбрал. Он захочет себя убить. Так становятся лидами, я не поняла. На следующий день я написала, что готова попробовать. Но в ответ получила отказ, они пересмотрели приоритеты. Осадочек остался, конечно, но, честно, я выдохнула, что не ввязалась в это. И знаете, я делаю вывод вот какой. В адекватной компании никто не будет давить на вас уже на этапе собеседования. Это же ни хера себе, ты пришел 3D-художником по персонажам, а тебе говорят, возьми ответственность за то, что ты будешь лидом на этом проекте. Но я считаю, что это было просто взваливание колоссальной ответственности просто на какого-то левого человека. То я спрашивала этих людей, будет ли помощь со стороны. На что мне как бы отвечали, ну да, если ты умеешь разговаривать с другими отделами, то в целом ты можешь договориться, чтобы тебе те помогли, вот эти помогли, и еще эти. И я понимаю, что работы тут просто непочатый край. И зачем мне это нужно? Зачем мне эта головная боль? Мне написали ребята из Великобритании с предложением о работе. На тот момент я уже выложила свой проект Юкай. Благодаря ей и были все последующие собесы. Я проигнорировала их первые сообщения, думаю, что это скам. Они написали мне еще пару раз, и только спустя 3 месяца я все-таки решилась ответить. Началась деловая переписка, в ходе которой они прислали мне анкету с вопросами о моем опыте в AAA-разработке. Но что они потребовали? Вот тут приготовьтесь. Подтверждение личности. Паспорт, водительские права или любой документ с фото. Ну окей. Домашний адрес. Да, в целом окей. Страхование бизнеса. Чего? Бизнес-иншуранс. Разрешение на публикацию моих работ в рекламных целях. Я немного удивилась, отказалась. Мы даже не начали сотрудничество, а подписывать лишние документы без контекста я не хотела. Так как мы не работаем вместе, было бы странно давать мое согласие на публикацию моих работ. Запрос на страховку профессиональной ответственности, защита от рисков и их внутренняя политика. Мозг кипит от таких формулировок, если честно. Я поспрашивала у коллег-фрилансеров и контрактников, работающих с зарубежными компаниями, у них не было столько волокиты. Я уже думала отказаться, но решила все же сходить на собеседование. Как прошло собеседование? Началось все с фейла. HR перепутал дату, и я час сидела у компа в ожидании созвона. Нервничая, как ненормальная, оказалось, что встреча была вообще на следующий день. А ничего тот факт, что я с самого утра и до 5 вечера тряслась, готовилась, Я ждала с самого утра. Это меня немножко разозлило. На следующий день, залетая на митинг, естественно, все на английском. Мой разговорный так себе, плюс волнение, я просто забыла, кто я, где я, что я вообще делаю, что происходит. Алид говорит тихо, быстро и с жестким британским акцентом. Даже не пытался замедлить речь. Он говорил «Tell me about yourself». 5 раз. Все равно не могла ее расслышать, эту фразу. Это самый лайтовый вопрос, который я не вывезла. Лол. Просто не поняла, о чем он меня спрашивает. Вот мне часто говорили, мой репетитор по английскому, да, что обычно, как бы, англоговорящие, да, ну, в целом носители подстроятся под тебя, помогут тебе, замедлят речь или еще что-то, потому что они в целом всегда, ну, такие хорошие ребята. А здесь человек даже не замедлил речь. Да ладно, более того, человек даже не придвинулся к микрофону. В итоге спросила, можно ли общаться в чатах или получать ТЗ после митингов в виде текста, что логично, нет. У нас принято созваниваться каждый день и обсуждать все задачи. Собес прошел очень быстро, будто бы у них конвейер кандидатов, каждому давали минут по 30, так как они меня уведомили, что им пора двигаться дальше, собеседовать художников. Ох, после ошеломляющего провала и порции испанского стыда я снова пошла на курсы, но уже по портретной анатомии. О, господи, амбассадор курсов какой-то. Мне пишет HR, русская компания, с предложением о сотрудничестве. Я соглашаюсь и иду на собес. Сначала все шло отлично, HR был очень приятен в общении, задавал рядовые вопросы.
Проходит неделя, я влетаю на встречу. И с первой же минуты понимаю, что у чувака вид максимально незаинтересованный и уставший. Ощущение неловкости не покидало, он молчит, и что мне делать, рассказывать самой или тоже молчать. Просит снова рассказать о себе, и я повторяю все то же самое, что говорила HR. Дальше идут технические вопросы, и я застываю, когда меня спрашивают, сколько времени заняла вот эта задача, а это, и еще вон та. А затем он задал несколько технических вопросов. Честно, я растерялась, когда речь зашла о сроках выполнения задач, потому что тут есть некоторая сложность. Точные сроки зависят не только от моей работы, но и от множества факторов. Во-первых, фидбэк от заказчика может прийти быстро, а может тянуться на неделю. Во-вторых, правки и изменения часто вносятся уже после основного этапа, внутренние процессы. Решения не принимаются мгновенно. Это тоже влияет на сроки. Например, по контракту еще 2 месяца. Но фактически работа могла быть сделана быстрее, просто фидбэки растягивали процесс. Сказать, что на персонажа ушла ровно 2 месяца, не совсем корректно. Это нечестно, ведь чисто рабочего времени было меньше. То же самое с хайпольной моделью. От недели до 3 недель. Все зависит от сложности, деталей и требований. Это такой вопрос немножко с подковыркой, как мне кажется, потому что в любом случае все лиды понимают, что все зависит от фидбэка, от многих процессов. Процесс растягивается. Да, конечно, я могу назвать четко время, за которое я это сделала, но, честно сказать, ребят, я тогда в тот момент об этом даже не думала и не помнила. У меня в голове так все перемешалось, что я честно не могла ответить на собеседование. После того, как я вышла с собеседования, я посидела, подумала, мне понадобилось 20-30 минут, чтобы я вспомнила, сколько именно времени у меня ушло на каждый из моих персонажей, на каждый из моих проектов. То есть я открыла таблицу, посмотрела по времени, посмотрела по трекеру времени, и у меня все сошлось, все. Я поняла, что я во многих моментах там дала неправильные ответы, что меня, конечно, расстроило. Надо было просто подготовиться к этому вопросу. Готовьтесь к вопросу о том, сколько времени занимает процесс разработки данного персонажа. Это важно. А я тупанула. Но теперь вы знаете. И вы не затупите. Все, давайте. Удачи. После разговора с лидом я ждала 2,5 месяца собеса с продюсером. Встречу переносили дважды, а потом предложили созвон в 12 ночи, зная, что у меня плюс 4 часа. Но я согласилась, ждать еще 2-3 недели уже было перебором. Такое затягивание процесса уже отталкивало. Продюсер спросил, какая минимальная зарплата меня устроит. Я назвала честную сумму. Кажется, для них это оказалось дорого. Но они вернулись ко мне и еще через 1,5 месяца, сказав, что выбрали другого, более опытного специалиста на эту должность. И вот тут интересный момент. Смотрите, 2,5 месяца ожиданий. Да почти 3. За это время я считаю, что человек может уже устроиться на другую работу, отработать и уволиться. Кстати, что я и сделала на самом деле, я их не ждала, просто работала с другими ребятами в это время. Я расскажу об опыте собеседования моего молодого человека с американцами. Он переписывался с ними на протяжении месяца. И я прекрасно понимала, что с разработчиками чаще всего так и происходит, что у них собеседования достаточно такие длительные, продолжительные, и это нормально. Месяц я готова ждать, и 1,5 даже готова, да, но тут 3 месяца, ребят. 3 месяца. Почему в разработке так долго? Потому что, если вы заметили, то мы разговаривали сначала с HR, потом с лидом, потом с продюсером, а потом мы должны были говорить с директором этой компании. Поэтому все это так долго затягивалось, потому что они думали и выбирали кандидатов еще при этом. Но 3 месяца, народ, это очень-очень-очень щедро, по-моему. 3 месяца. Кто будет ждать? За 3 месяца можно умереть с голоду, без денег сидеть. Если действительно они во мне бы нуждались, конечно же, я уверена, что они бы двигались быстрее. За 1,5 месяца бы уж точно все решили. Но, видимо, во мне не было большого интереса, и они просто держали меня в запасных. Мне приходилось самой писать, чтобы узнать, на каком этапе мы сейчас находимся. Мне говорили, что все в порядке, и каждый раз мне внушали надежду, что вот-вот, и все решится. Так, в общем, пока я ждала их ответ, мне уже написали ребята сингапурской компании. Собеседование было необычно приятным. HR оказался милым и спокойным. Все больше походило на дружеский разговор, чем на классический собес.
Я сразу сказала, что никогда не работала с таким пайплайном и предположила, что он больше технический, чем артовый. То есть по факту мне нужно было разработать пайплайн по созданию персонажа для компаний. Они также сказали, что я могу релоцироваться в их офис в Малайзии, но я отказалась. Сначала они снизили мой рейд, который я назвала, но потом уже сами вернулись к изначальной сумме. Это, кстати, приятно удивило. Я вообще была в шоке от того, что ничего себе, чуваки, единственный, кто не занижает, а просто такой: да, конечно, давай мы берем тебя за эту сумму, окей, ничего себе. На тестовое задание ушло 3 дня, и им все понравилось. Отметили, что технически все выполнено идеально. Я подписала документы и начала работать. Сейчас, ребята, я разденусь, бля, тут. А то шуршу одеждой. Надеюсь, я это вырежу. Честно, было ощущение растерянности. Работы много, пайплайн новый. Плюс нужно было делать портреты и одежду по пайплайну, который я раньше не делала. Хотя я ждала немного вообще другой формат задач. Но HR убедил меня, что все получится. Но не получилось. Совсем не получилось. По итогу я выглядела больше не как специалист, а как самозванец. Ну, это было максимально странно. Изначально в этой компании никто не работал с 3D-художниками по персонажам на AAA-проектам. Моя долгая, скрупулезная работа вызывала вообще недоумение. И я просто не потянула, у меня не было нужных навыков. Вот представьте, вы всегда делали оружие или тачки. А завтра переходите на новый проект, где нужно делать те же тачки и оружие. Кайф. Но в стилизации. То есть рисовать текстуры вручную. Болтики, механизмы, мелкую детализацию. Все ручками. Представили? Вот и я представила. Я почувствовала. Хотя, что странно, тестовые они ведь приняли без вопросов. Хотя я не рисовала стилизации. Я сделала так, как я умею делать. Но они его приняли. Чем все закончилось? После месяца работы мы поговорили, и я прямо сказала, что не хочу их подводить, потому что вижу, что процесс идет не так, как нужно. Мы тормозим, срываем сроки. На что мне снова ответили, что все ок. Но позже, видимо, обсудив ситуацию внутри, они приняли решение, что действительно нужно что-то менять. Так мы и расстались. На самом деле, на доброй ноте, у меня нет претензий к этой компании вообще никаких. Они молодцы. Мы просто все рискнули, и они, и я. Мы попробовали, у нас не получилось. Зато стали помудрее. И теперь невероятными способностями обладают, честное слово. Я не беру заказы бездумно, так как лучше потратить время на что-то стоящее и на то, в чем ты разбираешься, нежели безуспешно пытаться решить невыполнимую задачу. Так ты подорвешь только веру в себя и сам же подведешь себя, если будешь брать то, в чем вообще не шаришь. Да, безусловно, это все опыт, но не каждый опыт нужно переживать. В какой-то момент работа в геймдеве превратилась в рутину. Я привыкла постоянно учиться, осваивать новое. А когда работаешь по накатанной, в голове всплывает вопрос. И все? Это мой предел? Стабильность — это неплохо, ребят. Хороший заработок, крутая команда, понятные задачи. Для многих это идеальная цель. Но моя работа давно перестала быть спокойной. Все, чего я хотела, это нормального отношения как к специалисту. Но, увы, не везде есть профессиональная этика. А профессиональная этика все-таки важна. Важно держать баланс между работой и жизнью. Иначе ты просто растворяешься в проектах. У тебя нет времени даже на то, чтобы спокойно жить. За эти 5 лет, честно вам скажу, я никогда не жила спокойно. Я постоянно была как белка в колесе. У меня постоянно происходили вот какие-то вот то выгорания, то все хорошо, то выгорание, то все хорошо. То вроде бы отдыхаю, то опять снова начинаю работать с такой силой, что просто невыносимо. И это все выливается в какую-то тревожность, в какую-то апатию, в какую-то, я не знаю, панику, что ли. Выглядит как действительно отчаяние, а не попытки просто узнать что-то новое. Когда я начинала, я горела работой. Выкладывалась на все 100%. Легко уходила в переработки, потому что хотела сделать лучше и для себя, и для компании. Мне казалось, что это вклад в мое будущее. Оно так и есть, оно так и было. Но со временем я поняла, если твои старания не ценят, они теряют смысл. В какой-то момент руки просто опускаются. Ты начинаешь работать по принципу «ты и так сойдет», но я так не могу.
Я не могу отдать хлам. Я всегда стараюсь сделать хорошо. И, возможно, именно это меня и губит. Сейчас я уже 3-й месяц официально безработный человек. Как не тяжело об этом говорить, потому что я все свое сознательное время пыталась пахать, а сейчас я безработный человек. Окей. Чем я занимаюсь на данный момент? Я учу анатомию с фидбэками Скотта Итона и делюсь этим всем в моем телеграм-канале. Готовлю 2 персонажей для портфолио по рабочему пайплайну, чтобы показать технические навыки, которых нет в публичных работах моих. Практикую английский с репетитором. Опыт с британской компанией дал мне понять, что иди-ка я нахер со своим английским. Развиваю медиаплощадки. Пока не очень успешно, но я стараюсь. Пытаюсь запустить, господи боже, Patreon для того, чтобы делиться своими отрисовками по портретам и другим творчеством. Но опять упираюсь в вопрос, а кому это, собственно, надо? Только мне? Уже год думаю о стримах по скульпту портретов, но все никак не запущу. Страшно, знаете, и неловко сидеть с одним челиком онлайн и хихикать в ответ. Да ладно, это все предрассудки. Как обычно, хочу слишком многого, но сейчас понимаю, что делаю все правильно. Я фокусируюсь на собственном творчестве. Стараюсь не пропадать из медиапространства, как это происходило, как только я выходила на работу. Нужна ли мне работа? Хочу ли я работать? Чувствую ли я тревогу из-за этого? Естественно, я очень хочу продолжать свое творчество параллельно с работой. Мне невыносимо тоскливо, когда я перестаю уделять время своему арту. Но если моя работа, например, будет связана с тем, что меня реально вдохновляет, я честно скажу, я отдам себя ей полностью. Такой уж я человек. Без сценария, наверное, да, уже я расскажу. Честно сказать, ребят, я немного потерялась, и я это заметила еще год назад, когда у меня было непонимание того, чего я вообще хочу от этой жизни. Но в тот момент мне просто нужны были деньги, именно поэтому я работала очень усердно и работала не в самых лучших условиях. Я много перерабатывала, мало отдыхала и схватила паничку. Я, честно сказать, не разбираюсь, что точно это было, но, как мне ребята сказали, которые имели такой опыт, это была она. Меня очень сильно прошлый год скосил, меня просто подрубил под корень. Это был тот случай, когда я просто в какой-то момент так сильно, извините, упала, хотела другое слово сказать, что мне после этого было совершенно тяжело вставать. Чтобы вы понимали, я приходила в себя месяца 2 или 3, то есть только сейчас я более-менее чувствую, что я отдыхаю. Я занимаюсь тем, что мне нравится, и то я постоянно загоняюсь в своих мыслях. Я постоянно думаю о том, что мне нужно быть лучше, совершенствоваться каждый день. Но я также понимаю, что, я человек, просто отъебись от себя, пожалуйста, просто живи, просто работай, просто делай то, что тебе нравится, постепенно, поэтапно. Да не хавай ты все сразу, пожалуйста. Это слова лично ко мне сейчас. Просто нужно перестать хавать все. Это так не работает. Давайте просто спокойно качать свой уровень. Помните, я говорила, что расскажу, что такое собеседование для меня тогда и как я воспринимаю его сейчас. На старте это страх не понравится работодателю. Трясучка перед созвоном и тот самый момент, когда бабочки в животе, но от стресса, а не от любви. И хочется, чтобы все быстрее закончилось. Переживания после собеса. Господи, я и дебил, зачем я это сказал? А вот это они меня вообще поняли? А страх показаться наглой, когда называла зарплатные ожидания. А не могла точно назвать сроки выполнения задач, потому что еще не до конца понимала все процессы. И сейчас, как это происходит для меня сейчас? Я называю рид в соответствии со скиллом. Не подходит? Окей, не проблема, иду дальше. Или если проект реально интересный, могу согласиться на их условия, но не ниже минимума, потому что зарплату можно поднять, показывая качественную работу. Не реагирую на давление и манипуляции. Хотя, знаете, встречала такое всего пару раз за свой опыт и не сказала бы, что кто-то этим вообще пользуется. Смотрите, важно понимать, что
когда вы залетаете на собес, у вас не должно быть ощущения, вот это вот некомфортное ощущение того, что а что говорить? Вас просто должны легко подвести к тому, что ну расскажи про себя, и диалог должен в целом идти с двух сторон. У вас должен быть диалог, а не монолог. Вы не должны сидеть ступором и не понимать, что вообще делать. Называю сроки исполнения, но сразу проговариваю рабочие нюансы, которые могут на них повлиять. Стресс все еще есть, естественно. Естественно, бабочки в животе все еще присутствуют. Не от любви, опять же. Но теперь я реагирую на него гораздо спокойнее. А что дальше? Я не знаю. Посмотрим.